Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. И сегодня мы с вами сделаем расклад на тему, что он думает обо мне, что он чувствует ко мне и его действия по отношению ко мне в ближайшее время. Возьмем примерно месяц. У нас сегодня с вами три колоды. Первый вариант — это колода Триумф Делла Луна 2022 года Патрика Валенса. Второй вариант — это колода Райдера Уэйта, классическая колода. И третий вариант — это эротическая Таро Монара. Выбирайте, пожалуйста, по рубашке или по той колоде, которая вам больше нравится, если вы знаете карты. Пожалуйста, выбирайте. Первый, второй, третий. А мы начнем. Мы берем те колоды, которые нам пока не нужны. Оставим колоду Триумф Делла Луна. Очень люблю эту колоду. Кстати, у меня сейчас на канале есть видео с обзором карт на эту колоду. Пожалуйста, посмотрите, если вам интересно, если вы разбираете карты. А мы начнем. Пожалуйста, посмотрите на своего мужчину, либо на фотографию своего мужчины, да, подумайте о нем. Представьте его глаза, представьте его мимику, его волосы, его жесты. Подумайте и спросите, что ты думаешь обо мне, что ты чувствуешь ко мне и твои ближайшие действия ко мне. Загадывая действия, думайте примерно про месяц и про время. Что ты думаешь о девочке? Что ты чувствуешь к ней? И твои действия в ближайший месяц. Берем пока колоду. Итак, что он думает о вас? Не берутся. Вот не берутся. Так, интересно. Семерка жезлов, король жезлов и звезда. Он буквально сражен вами. Но настолько все непросто, настолько вы его мечта, непокоренная его звездочка, которая не покоряется ему. Такое ощущение, что он у вас очень эмоциональный, жгучий мужчина, либо мужчина огненного знака зодиака, это лев, овен или стрелец. И он, знаете, есть песня такая «Я на тебе, как на войне». Он все не может вас добиться. А такое ощущение, как будто не может к вам подойти, и вы у него только в мечтах, в его фантазиях каких-то сексуальных, да. Он-то сам король, да. Он-то сам такой распетушился, да, перед вами. Но вы ему не даетесь. Ему приходится 7 кругов ада пройти, чтобы до вас добраться, чтобы вас добиться, чтобы вам написать хоть какую-то смс-очку, понимаете? Ему очень сложно, ему очень трудно, ему очень непросто. Вы вот просто у него такая в мечтах, он такой мечтатель, любит фантазировать, любит представлять там какие-то сцены, да, там то, что вы вместе, любит представлять какие-то, может, эротические сцены. И как ему непросто дается с вами общение. Ему, чтобы вам написать, это просто, какой-то ужас. Он очень гордый, он первым писать ему очень тяжело. Он, конечно, пишет, бывает, но очень редко. А если вы с ним общаетесь, то ему тяжело с вами, в принципе, потому что вы такая женщина очень сильная, воинственная, но для него такая нежная муза, нежная звездочка. Он не понимает, как в одной женщине сочетаются два таких несочетаемых объекта. И он думает о том, как ему непросто с вами, как ему хорошо, как ему здорово рядом с вами, как он о вас мечтает, но как ему непросто. Как ему непросто пробраться сквозь тернии к звездам. К звездам. Да. Что он чувствует к вам? Тройка жезлов, паж пентаклей и колесо фортуны.
Ну, вы его знаете, да, уже так достаточно долгое время. Вы в прошлом, возможно, уже пытались как-то вместе что-то построить. М, Но улетела, да? Улетела звездочка от него, улетел шанс от него. Улетел от него Пентакль, потому что он был тогда еще пажом Пентаклей, сейчас он Ого, сейчас он король жезлов, да, улетели вы от него, да, потому что он вел себя как-то, ну, по-пажовски, как-то по-мелкому, да. Вот он сидел, смотрел на вас, мечтал о вас, вы какая то прекрасная, какая-то замечательная, в принципе, ничего не изменилось, он так до сих пор о вас и мечтает, так до сих пор и смотрит на вас, как на объект вожделения, да, и это было уже в прошлом, это опять возвращается все по кругу, по замкнутому кругу вот этой сансары, постоянно ничего не меняется, он все только смотрит на вас, вожделеет, на самом деле ему очень трудно как-то пересилить себя, то ли у него гордыня такая, да, но он по-пажовски себя вел очень по-мелкому, как-то вы от него упорхнули и улетели, да, а вот он снова хочет что-то начать, вот он чувствует, это его чувство на самом деле. Он чувствует, что поступил глупо когда-то в прошлом, но сейчас он ничуть не лучше поступает, собственно говоря. Он об этом думает, о том, что сейчас он поступает ничуть не лучше. И он чувствует, что он дурак. Что он тут не карта дурак, но тут карта паж Пентаклей, от которого улетает Пентакль. От которого улетает его золотая монетка, его настоящая девочка, самая прекрасная, да, и вот он смотрит на нее, вроде она такая красивая, и вроде она так цветет прекрасно, да, ну что ты вот как дурак себя вел в прошлом, он говорит сам себе, и опять так же думает, что опять снова так же себя ведет. Собственно говоря, ничего не поменялось, то же самое, все по кругу. А вот что он будет делать для вас? Угу. Угу. Сначала думала, что все прекрасно, а потом поняла, что как-то не очень. Так, девятка кубков, тут у нас семерочка кубков, да, и четверка жезлов. Ну, для тех, кто не знает эти карты, объясняю, да, что это в иллюзиях он с вами дом построил, и семью, и все прекрасно. Вот в иллюзиях, в его каких-то невероятных, в каких-то его снах, да, в каких-то его фантазиях, у него все, и солнце, и свет, и порог, и тьма с вами, все что угодно, да, и дом он построил, да, и дерево посадил и так далее. А вот в жизни он будет проявляться очень эгоистично, пафосно, воротить носом и на вас и говорить, что вы такая сякая, вот недостойны как бы его вот такого прекрасного рыцарского внимания. Он, перед ним все кубки, перед ним вся любовь, перед ним такое прекрасное божество в виде вас, девочки. А он не видит этого, не замечает, он проходит мимо и говорит: фу, ну и что у меня еще будет? А сам потом будет опять думать про себя, то, что он дурак, упустил такую возможность, и будет сидеть, думать, мечтать о вас, будет вот снова вот так вот на вас смотреть, вот, господи, какая же она прекрасная, да? А на самом деле вести себя будет совершенно по-другому. А в мечтах, его в иллюзиях, в фантазиях он с вами дом построил, дерево посадил и так далее. Ну вот как-то так, первый вариант. Извините, как есть. Я всегда рассказываю все, что мне говорят карты, на самом деле. Первый вариант. Девочки, не отчаивайтесь. Мужчин много. Самые красивые у нас, самые замечательные. Это была колода Трион Фидалалуна. Первый вариант. Второй вариант. Это колода Таро Райдер Уэйта. Классическая колода. Итак, представьте своего мужчину, поставьте рядышком с собой фотографию, закройте глаза или, может быть, наоборот, взгляните на него в глаза. Представьте, как вы рядом с ним, как вы спрашиваете его о том, что ты думаешь обо мне, что ты чувствуешь ко мне и что ты будешь делать по отношению ко мне в ближайшее время. Ух. Что ты думаешь о девочке? Что ты чувствуешь к девочке? И что ты будешь делать по отношению к ней в ближайшее время?
колоду пока уберем. Итак, что ты думаешь о девочке? Ох, господи, что же сегодня мужчины-то такие собрались? Я не знаю, такие какие-то прям ушедшие в какую-то философию, ушедшие в какие-то свои думы. Однако есть карта колесница, которая душой и сердцем к вам стремится. Видите, я прям стихами даже сказала, да, но что-то все прям на распутье. У него есть какой-то выбор между кем-то и кем-то. Ну, между вами и еще кем-то, как я понимаю. Ну, так от этого печально. Господи, у него все так прекрасно в жизни. Ему говорят, ну, выбери ты уже либо эту женщину, либо ту. И та прекрасна, и та замечательно. Ты уже давай, устремись уже к кому-нибудь, пожалуйста. Ему говорят карты, да? Он думает о том, что он очень хочет, очень желает к вам и к кому-то еще, то есть такой неопределившийся хозяин жизни, да, ему так от этого печально, что ой. Знаете, вот такая карта есть в колоде Девиан Мун, тройка мечей, где там такой драматик, человек-драматик такой, знаете, как вот в театре вот хватается за голову, так, и прям, как же мне дурно. Я себе вот сейчас вот представила такого человека, который, ну как же мне дурно, как же мне определиться вот с этими замечательными женщинами, которые у меня есть, ну кому же мне пойти, к этой или к этой, к этой или к этой, ой, ухожу вообще от вас, ото всех, так мне печально, вот что он думает сейчас и о вас, и о какой-то еще женщине. Это не мама, это женщина, которая вот есть у него в жизни. Он думает о ней, по крайней мере, это не обязательно, что он с ней рядом. Он думает о ней и о вас. И о том, что не может сделать выбор. Либо черное, либо белое, либо черное, либо туда ухожу, либо сюда. Что он чувствует к вам? Ой, кошмар какой, девочки, что вы сегодня собрали? Прям каких-то, я не знаю, лжецов, подлецов. Я прошу прощения заранее, да, это общий расклад. Если к вам это никакого отношения не имеет, пожалуйста, не смотрите, другой расклад. Ну, в смысле, смотрите мой расклад, но только другой, первый либо третий вариант. Если вам это не подходит, потому что здесь какая-то ложь, очень серьезная какая-то ложь, какие-то измены, какие-то драки собаки, какая-то у вас ругань постоянная, да, и какая-то вот прям подлость, хитрость, бесчеловечность, какая-то ложь, которую он вам преподносит как вот, ну, как правду. Да, естественно, да, но потом вы все равно ругаетесь из-за этого, вы все равно все узнаете, потом или вы и так все знаете, догадываетесь, да, либо он очень плохо врет, все происходит по справедливости для вас. И вот он чувствует, что он вот как загнанный кролик, он не может вас обмануть, потому что все равно выходит по справедливости. Все равно выходит так, как вот вы того хотите, вы все равно узнаете всю правду. Правда вылазит наружу, эта грязь вся, и, соответственно, вы ругаетесь, расстаетесь, опять миритесь, там, я не знаю, да, что у вас происходит, но у вас какая-то вот ложь, какая-то некрасивая, подлая ложь. Вот это он чувствует в своем сердце на самом деле огромную тяжесть, ему печально, ему горько, но по-другому он не может, вот он такой вот он мужчина, необыкновенный. Это то, что он чувствует. Тут даже не о чувствах к вам, не о думах к вам. Он какой-то вообще сам неопределившийся мужчина, в моем понимании, очень инфантильный. Но давайте посмотрим, что же он будет, как же он будет действовать. Возможно, с действиями все прекрасно. Сейчас мы увидим. Ну, тут опять карта выбора, да, влюбленный в данном случае показывает карту выбора, очень тяжелого, нелегкого. И в конце концов поступит он как паж жезлов, очень незрело, вот так вот, чтобы вам видно было, пойдет туда, куда палка ляжет, как говорится, да, его волшебная палочка, так скажем, куда кто больше даст, я извиняюсь за грубость, да, туда и пойду. Кто мой обман съест, я извиняюсь за выражение, схавает кто, туда и пойду. Вот кто первое примет, туда и пойду. Выбор сделаю вот там, где не будет тяжко, где меня пажом жезлов, такого вот, какой я есть, такого вот бездарного, такого вот лживого примут. Где я не буду ни с кем ругаться, где мне будет проще всего, вот туда вот я пойду. Туда вот я направлю всю свою энергетику.
Извините меня, девочки. Я вытаскиваю все карты как есть, но такие сегодня вот два непростых таких варианта, да. Второй вообще такой очень не очень приятный тип какой-то попался. Ну вот как-то так. Вы уж меня простите. Для того, чтобы узнать действительно правдивый расклад о себе, да, мне нужно посмотреть на вас, посмотреть на ваши глазки и действительно вам разложить все как есть. Это общий расклад, напоминаю, да. Мы смотрим его ради информативно-развлекательного контента вообще, для того, чтобы нам было интересно, развлекательно, познавательно. Так, секундочку. Микрофон чуть повыше перевешен. Третий вариант. Таро Монара. Посмотрите на своего великолепного мужчину. Закройте глаза, представьте его или поставьте перед собой его фотографию, задайте ему вопрос. Что ты думаешь обо мне? Что ты чувствуешь ко мне? И что ты будешь делать по отношению ко мне в ближайшее время? Великолепные эротические Таро Монара. Красивые до сумасшествия, определяющие степень сексуального влечения. Итак, что ты думаешь? Ух ты, о девочке. Что ты чувствуешь к ней? Какие действия предпримешь в ближайшее время? Убираем колоду. Что ты думаешь? Ух ты, перевернутый вышел. Ничего себе. Даже я вроде не переворачивала. Ну, слушайте. Интересно очень на самом деле. Такое ощущение, что сегодня такие три варианта, на самом деле, не то, что не очень хорошие, но такие вот очень резко правдивые, да, извините. Такое ощущение, что ничего не чувствует. Объясню почему. Потому что вы к нему пылаете какой-то страстью, каким-то огнем. Он думает, что вы к нему пылаете какой-то страстью, каким-то огнем, а думает он у вас так спокойно, так тихо. Думает о том, что он вот, не хочет к вам приставать почему-то, да, не хочет с вами флиртовать, как-то вот очень умеренно, все так спокойно. Так вот, вот какое-то такое, либо у него какое-то такое вялое состояние, он сейчас где-то в больнице лежит, да, такое ощущение, либо он болеет сейчас, да, либо он какой-то вот какой-то атрофированный, аморфный, хочется сказать, так не буду говорить, конечно, не хочу вас обижать, девочки, да, это не конкретно про вашего мужчину, это я просто говорю, как вот карты показали, какого персонажа мне показывают карты. И карты мне показывают персонажа очень спокойного, умеренного. Такое ощущение, что я не импотент, но вот не хочу, да. Хотя вас тут показывают такой прекрасной девочкой, очень страстной, да. Такой вы либо телец, либо овен. Ну, что-то вот из этого, да, списка. Вот, и он как бы к вам как-то вот ровно, очень, очень ровно. Он думает о вас очень ровно, очень спокойно. Либо вы друзья просто. Вы друзья, но вы проявляете больше к нему какого-то знака внимания. Что он чувствует к вам? Тут говорится про какие-то такие вещи. Он либо сам, либо вы. Тут говорится о том, что вот какая-то недоступность есть вот в ваших отношениях, что-то вот действительно как будто вы друзья. Как будто вы друзья, либо как будто вы много лет дружили, либо как будто вот он со своей семьей, вы со своей, но вы друг на друга вроде как смотрите, он себе не дает, а вы вот как-то вот заигрываете, да, такое ощущение, как будто бы вы. Тут говорится даже про то, что кто-то вот девственница, да, кто-то у кого-то не было еще секса, либо у вас с ним не было секса. Ну, действительно, вот такое, у меня вот складывается такое ощущение по картам, вот я прямо чувствую эту энергетику дружескую, вот просто дружескую, где вот такая вот умеренность, такой штиль, хотя бы такая прекрасная, великолепная эротическая колода Монара. И мне хотелось так сегодня сделать расклад с чувством, со страстью, да, с какой-то, что мужчина там, а тут выпадают какие-то такие карты. Да, он Верховная жрица думал
о вас в тайне, ну, тут больше о ваших чувствах даже скорее, тут не о его чувствах. Очень странно, но тут как будто бы о ваших чувствах говорится о том, что вы как будто его в тайне желаете где-то, но не можете себе даже самой в этом признаться. Ну, странно, хотя его чувства должны показывать. Но его чувства, его мысли это такой вот такой штиль, знаете. Я прошу прощения, конечно, за такое, да, мне очень неприятно это говорить, но так оно и есть. А вот будет ли он что-то делать или не будет? А вот тут интересно, он будет провоцировать вас на действия сексуального характера. Знаете, и будет провоцировать так, что вот «Мгм, я вот ей вот чуть-чуть вот дам вот отмашку, и она пойдет. И она пойдет и сделает вот, что я хочу, а я потом ей скажу, ну это же не я хотела, а ты. Понимаете, вот какая здесь вот подлость прослеживается. Поэтому вот будьте бдительны. Он как грамотный манипулятор хочет сделать так, хочет уложить вас в постель, но такое ощущение вот будет, как будто бы это сделали вы. Понимаете? Вот он хочет остаться здесь ни при чем. Но вот такое ощущение, как будто вот он вообще как будто ему никакие сексуальные отношения не нужны, я не знаю. Вот он какой-то такой совершенно не мачо. Не мачо, извиняюсь. Ну вот как-то так. Я даже хочу вытянуть небольшой совет от карт вам здесь. Будьте сердцеедкой, поражайте, огонь на поражение. И он сдастся, откусите его кусочек сердца, советуют карты. Будьте страстный и будьте сексуальный. Разбудите в нем огонь желаний, если вам действительно нужен этот мужчина. Переспав с вами, он поймет, что лучшей женщины для него нет. Может быть, в нем еще не открылись какие-то эти сексуальные подтексты, да, может, возможно, он молод, возможно, он, наоборот, в возрасте, да, очень в возрасте, так скажем, и ему сейчас вообще не до этого. Но побудьте с ним, если вы действительно хотите и любите этого мужчину, или просто хотите, и другой такой, как вы, он на самом деле не найдет. Вот так. Вот такой совет от карт. Такие необычные сегодня 3 варианта были. И я очень надеюсь, что у всех девочек, которые смотрят мои расклады, все будет хорошо. И напоминаю, что чтобы узнать действительно действительно правдивый расклад услышать, это нужно заказать личный расклад. Поэтому там, где написано о канале, есть ссылка в мой телеграм-канал. А вообще подписывайтесь на меня, жмите на колокольчик, чтобы я вас оповещала о новых видео. Вот. Я желаю вам всем удачи и взаимной, и страстной, большой любви. Все. Всего вам доброго.